Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Еврокомиссия снова хочет совместные закупки газа, теперь из США. Александр, пожалуйста, прокомментируйте этот мастер-класс от Трампа, как монополизировать углеводородный рынок Европы. США обязали страны ЕС покупать нефть, газ и другие энергоносители, игнорируя, по сути, другие рынки. А что, собственно, происходит? Чему так Еврокомиссия радуется и машет гривой? Давайте начнем с Еврокомиссии. Во-первых, интересно почитать было отдельно заявление Еврокомиссии после этого обсуждения и заключения сделки и заявление Белого дома. Во-первых, у Еврокомиссии почему-то, знаете, вскользь вопрос о металлах поднят. Ну, из серии «По металлам мы будем еще говорить». А в сообщении Белого дома, да, 15% пошлины введены на товары, там за редким исключением, из Европейского Союза. Кроме металлов, там медь и еще там ряд металлов, не суть, объединив все вместе, металлы. На них сохраняется пошлина 50%. Урсула фон дер Ляйен, а что вы постеснялись? Сказали бы, ну вот тут 15, ну а тут все еще 50. Но мы беседуем. Мы надеемся, что все получится. Ну, то есть не получилось пока. Вот. Но это была не единственное, так сказать, не единственное отличие. Сама Урсула фон дер Ляйен, ну, по крайней мере, в официальном заявлении, которое делалось от ее лица по результатам вот этих переговоров, там было сказано, что мы будем расширять наше энергетическое сотрудничество, мы будем увеличивать закупки энергоносителей в Соединенных Штатах, мы будем замещать этими энергоносителями энергоносители из России, от которых мы отказываемся, а мы отказываемся от газа, нефти и урана. И никакой конкретики. Ни про объемы, ни про суммы, ни про... Вот просто. Мы вот так. Мы договорились, будем расширять. Молодцы. Хорошо. На сайте Белого дома в сообщении. Ребята, мы договорились, еще 750 миллиардов долларов энергоносители нам принесут от реализации этих самых энергоносителей европейцам. Они нам на 600 миллиардов, значит, инвестиций больше сделают за оставшееся время президентства Трампа. Почему, собственно говоря, в 28-й год упираются? Ну, это вот в сроки президентства Трампа. Почему, опять же, 3 года? Там разбиваются все эти инвестиции на ближайшие 3 года, потому что, ну, Трампу осталось править еще 3 года. Там посмотрим, но вот президентский срок должен закончиться. То есть 600 миллиардов – это инвестиции на территории США и 750 миллиардов от энергоносителей наше расширение сотрудничества с Европой принесет. А хочется спросить, опять же, Урсулу фон дер Ляйен и приближенных, ребята, что ж вы промолчали про суммы? Или промолчали про суммы вы по той причине, что эта сумма, ну, часть меморандума, часть соглашения о намерениях. Это не обязующий документ, то есть вы подписали не обязующий документ в той части, которая касается, точнее, поправимся сразу, в той части, в которой документ касается конкретных ставок ввозных таможенных пошлин, перечня товаров, которые подпадают под эти вот таможенные пошлины, перечня товаров, которые не подпадают под новые пошлины, 15%, на которые сохраняются там более высокие таможенные пошлины, а также перечень товаров, на которые действует нулевая ставка. Вот это все обязующая часть. А вот все, что касается, ну, наверное, вот на такую сумму мы увеличим наше сотрудничество, это уже, видимо, меморандум. Это вы как-то подсчитали или у вас это закреплено в каком-то документе? А если закреплено, то как вы будете реализовывать эту политику? Собственно говоря, не только мы вот на этом канале выражали удивление и будем сейчас выражать удивление в сумме в 750 миллиардов. Вы, если что, можете зайти ко мне в телеграм-канал личный, «Нефтегазовая игра», да, минутка саморекламы. Я там выложил уровень затрат на энергоносители в Евросоюзе по годам, начиная с 2014 года по 2024 включительно.
То есть можно посмотреть на этот уровень затрат, а он превышает 300 миллиардов. Ну, там 300, 320, 316, где-то больше, например, в 2022 году. Ну, обычно вот меньше 300, но все равно это величина где-то, вот знаете, около 300 миллиардов колеблется. А тут нужно за 3 года, видимо, по 250 миллиардов в год увеличить вообще затраты на энергоносители. Отбросить других поставщиков и сосредоточиться только на американских поставщиках. То есть как это должно работать? Просто если подходить к вопросу с точки зрения американцы просто заменят российские поставки, то, ну, при всем уважении, но мы в год, ну как, мы, Российская Федерация, в год не зарабатывали на европейском рынке 250 миллиардов евро, долларов, никакой подобной валюты на энергоносителях. По крайней мере, вот если мы говорим о временах околосанкционных. Мы не зарабатывали такие деньги. Это, ну, это абсурд. Это абсурдно высокая величина. Это первое. Второе. Заметили это не только мы. Это заметили аналитики в Штатах, это заметили аналитики в Европе. Это вопрос, который стал задаваться журналистами, представителями Еврокомиссии. И вот здесь вот новость о том, что соберемся мы вместе как-нибудь, вот мы вот в Европе соберемся и как начнем вместе закупать американский газ. Это, как я понимаю, по прочтению оригинала новости, Reuters новость написала, это выглядело следующим образом. Журналисты задали вопрос представителю Еврокомиссии и спросили, знаете, тут посидели, посчитали и поняли, что 750 миллиардов, ну это как-то, это ни в какие ворота, а вы как, как вот вы собираетесь до 28 года вот эти 750 миллиардов обеспечить штатам? Как? И тот, мы пока не знаем, у нас, это если кратко пересказать его ответ, у нас в наших источниках этот ответ гораздо более, знаете, четко показан, прям, знаете, такой, европейцы решили создать механизм совместных закупок для американского газа. А в оригинале это такое, мы как бы не знаем, у нас есть тут механизм совместных закупок, мы как-то можем его, вот знаете, так сориентировать, чтобы вот там люди как бы собирались и смотрели в сторону американского газа, этот американский газ покупали. Ну, в общем, механизм совместных закупок у нас есть, мы как-то вот в эту сторону будем думать. У меня складывается впечатление, что ответ можно дать более короткий, более емкий. Да без понятия. Да мы без понятия, как эти 750 миллиардов. Вполне возможно, еще раз обращаю внимание, что 750 миллиардов это неким образом посчитано примерно, сколько можно получить от расширения сотрудничества Европы и Европейского Союза и Штатов до 28 года, вот если как бы все получится и никакой обязующей силы вот эта часть соглашения не имеет, что это просто меморандум, который Белый дом озвучил, а Еврокомиссия решила не озвучивать, потому что, а зачем? Это как бы первая часть была. Вторая часть, на которую я хотел бы обратить внимание. Тут Урсулу фон дер Ляйен полощут. У нас полощут, понятно. Дура вот это, сожрал Трамп эту самую Урсулу, просто сожрал и... в общем, сожрал он ее, Трамп Урсулу. Тем более, смотрите, аж Орбан сам. А мы Орбана любим. Орбан, он очень пророссийский. Так вот, Орбан, мол, сказал, что Трамп-то эту Урсулу растоптал. Еще какие-то оппозиционные политики в Европе тоже сказали, что нашу Урсулу-то растоптали. Я правильно понимаю, что мы на полном серьезе будем воспринимать мнение европейских глубочайшим образом зачастую неизвестных российскому потребителю, российской широкой аудитории, политиков. То есть оппозиционер что должен выйти и сказать, Урсула молодец. Вот прям молодец. Вы знаете, вот я-то в ней сомневался, а теперь вот мощь какая. Да нет, конечно. Любое действие Еврокомиссии будет описываться таким образом, чтобы демонстрировать беспомощность этой самой Еврокомиссии. И таким образом, если вы оппозиция, тем более на своем национальном уровне, подвергаете сомнению благо вот этого объединения в рамках Европейского Союза, если вы евроскептик. Разумеется, вы будете подавать эту информацию таким образом, что ерунда какая, это вообще нам не на пользу, а вот Трамп тут молодец. Тем более, если вы, Виктор,
Виктор же, да, Орбан, который вообще не стеснялся своего восхищения Дональдом Трампом. Последние мысли, которые здесь стоит высказать. А поставки, точнее закупки европейцами это что? Это закупки на рынке Европы? Или это может быть чем-то другим? Ну хорошо, если речь про нефть, про нефтепродукты, наверное, это поступление на европейский рынок. А скажите, а может так быть, предположим, что Дональд Трамп и его команда через пару-тройку лет скажут: посмотрите, какой объем европейские компании, какой объем денежных средств европейские компании инвестировали в наши СПГ-заводы. Они заключили сделки с нашими новыми СПГ-заводами на общую сумму, и там будет названа сумма в несколько сотен миллиардов долларов. Я вас уверяю, будет названа сумма, скорее всего, ну, действительно, вот в этих пределах, потому что контракты, которые заключаются с заводами, заключаются на несколько лет. Контракты предполагают, что действительно европейские компании, в том числе европейские компании, на заводе берут газ, либо платят заводу платят за сжижение, либо платят за газ по формуле. То есть завод сам берет этот газ на бирже, сжижает и отгружает прямо в порту. И все, этот газ уже принадлежит европейской компании, она может его ввести куда угодно. Хочешь в Европу, не хочешь не в Европу. Может так быть, что Дональд Трамп продаст вот эту историю, которая начинает реализовываться с настоящего момента, буквально с 26 года там массовые вводы новых мощностей начнутся, и как раз до 28 года будут активно продолжаться. Может ли так случиться, что он вот эти массовые вводы и контракты, которые уже заключены с заводами, продаст как увеличили инвестиции в наши энергоносители, накупили, обязались и будут покупать газ у нас вот на такую сумму. Видали, это даже больше, чем 750 миллиардов долларов, о которых мы писали у себя вот в 2025 году. Может ли так быть? Ну, зная Дональда Трампа, по крайней мере, как публичную фигуру, я не удивился бы. А то, что у Евросоюза нету возможностей, нету желания, нету даже какого-то механизма, который заставил бы покупателей покупать энергоносители конкретно в Штатах, так это мысль, которая прямо проговаривалась представителями Еврокомиссии, которым журналисты задавали вопрос а что там про 750 миллиардов долларов, как это так, каким образом? Конечно, частный покупатель, он имеет право сам выбирать, где покупать, но мы как бы вот их как-нибудь соберем, скажем, в американский газ, а они, наверное, пойдут, и американский газ, как-нибудь, как-то так, наверное, получится. Нет у них такого механизма. Нету. При этом Дональд Трамп понимает, что такого механизма нет? Конечно, понимает. А зачем про 750 миллиардов говорится? Чтобы в новостные заголовки попало. Чтобы сказали: наш Дональд молодец. А европейцев-то как? Чтобы у нас, может быть, даже сказали, чтобы все посмотрели, такие: ух ты, с ума сойти. На 750 миллиардов. А потом как доказать? Да очень просто. Смотрим количество контрактов. Смотрим, какое количество контрактов подписала Total, Shell, BP, еще там несколько европейских компаний поменьше. Прикидываем, на сколько лет эти контракты, на какие объемы газа. И говорим: так, ребят, если посчитать при нынешних ценах на эти 10 лет, на которые подписан этот контракт, то получается, что они инвестировали в наш газ. Какую сумму денег? Вы шокированы? Да, мы сами шокированы. Но мы к этому были готовы. Мы вам обещали, мы сделали. Мы молодцы. А то, что эти контракты уже подписаны и будут выполняться независимо от Дональда Трампа, кому какое дело? Кто в этом будет разбираться, кроме нас, на этом канале? Так что подписывайтесь на геоэнергетику и на все, на что вам скажет сейчас подписываться Максим. Ну а на сегодня все. Александр, большое спасибо за комментарии, друзья. Подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Подписывайтесь на телеграм-канал Александра Фролова. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего.